Привет, друзья! Продолжаем заниматься с печкой с нашей. Значит, подделал я везде заглушечки. Там, снизу. Вот тут на нашем шибере, где у нас скрытый шибер будет в крайней полосе. Вот видите, заглушечку сделал так, углубил туда, чтобы она сливалась с общей картиной, чтобы не выделялась вот здесь вот заглушенным торцом. Внизу сделал заподлицо, там снизу видно не будет. Так, значит, с перегородкой что мы будем делать? У меня вот такой металл откуда-то остался, значит, сделаем из него внахлёстик, вот так ляжет, чтобы от температурных расширений у нас ничего не вело. На точке мы его сейчас прихватим, надеемся, что не быстро прогорит, металл тройка. В принципе, будем заниматься этим сейчас. Так, друзья, приварили мы переднюю стенку, и теперь наступила пора навесить дверь. Значит, навес у нас будет состоять одна часть, два болта тупо сваренных между собой. Вот здесь сейчас сделаем отверстие, и этот навесик будет у нас регулироваться по высоте. Также и нижний тоже. Вот сейчас здесь сделаем отверстие, то же самое будет. А здесь будет уже пластинка с отверстием, на которой будет уже крепиться наша дверца. С этой стороны механизм зажима эксцентриковый уже приварен. Остается только на самой печи сделать петлю еще металлическую, но это будет потом, уже после того, как у нас дверь будет висеть на, значит, своих навесах. Ну, сейчас проделаем отверстие здесь, а в дальнейшем я покажу, что будем делать. Так, друзья, дальше отрезаем 4 маленьких кусочка шнура, который будет у нас стоять. И вставляем их в места, где, короче, с каждой стороны по куску. Это даст нам ту дистанцию, которая нам необходима, которая будет у нас ну, такой, какая она есть, когда дверца будет полностью стоять. Потому что сейчас мы будем приваривать петли и сразу регулировать дверцу по высоте, можно так сказать, как она будет стоять у нас. А поскольку у нас сейчас будет дверца вариться, сразу шнур этот ставить на место я не хочу. Хоть он и огнеупорный, но все равно высокие температуры лишние. Пускай он будет у нас новенький, целенький, когда мы его поставим. Поэтому 4 кусков сейчас будет достаточно. А там сейчас покажу на ответном флянце, что надо сделать. Так, а на ответный флянчик вешаем вот такие вот из металла единички, вот такие скрепки в 6 местах. Здесь, тут по одному. Тут и здесь. В общем, так, чтобы места, где у нас лежит шнур,
не совпадали с местами, где у нас лежат вот эти скрепки. Это необходимо для того, чтобы, смотрите, у нас толщина вот этого флянчика тут 4 мм, а зазор у нас тут сантиметр. Чтобы более-менее центровать, чтобы дверь стояла как бы на оптимальном месте, мало ли она там где просядет, чтобы вот эти потом не цеплялись дверца об флянец, вот этот, чтобы прижималась шнур четко посередине лежал на вот этом ответном флянчике. Ну, в общем, сейчас установим дверь и посмотрим. Итак, вот она у нас стала. Зазорчик миллиметров 5 где-то от дверцы до самой печи. В общем, в принципе, меня все устраивает. Значит, сейчас изготовим вот эти петли, приварим их, и будет готово. И останется вот там петельку сделать. Так, друзья, в общем, вырезали мы из полосы четверки вот такие вот уголки. Просверлили отверстия на 8. Отрегулировали по высоте наши навесы. Так, чтобы вот оно ровненько, все плотненько стояло. И остается нам навесы эти прихватить к дверце. И все. Эта часть у нас будет готова. Короче, уже вот такой вот видок имеет печь. Осталось совсем недолго. Дно, крыша. Подсоединить к трубе вытяжной. И можно будет делать пробный пуск. В общем, на сегодня будем заканчивать. Уже и так много. Спасибо всем, кто следит, переживает, комментирует. В общем, кому понравилось, знаем, что делать. Всем удачи!